Закончили мы просыпать наши камни. Кто не знает, что это за черная крошка, это стекловидный литейный шлак, отходы литейного производства. Сюда на черную вот эту крошку еще будет добавляться небольшие такие кусочки галиотиса. Но это мы сделаем не сейчас, а сделаем немножко позже. Сначала я хотел проложить вот этот галиотис кусочки и взять просто залить эпоксидной смолой, ну вот практически по борта, сразу вот одним слоем. Но немного поразмыслив, мы пришли к выводу, что нужно сначала пролить эпоксидной смолой вот эту черную крошку. Для чего это нужно? Дело в том, что если сейчас мы возьмем и зальем все полностью одним слоем, то смола будет потихоньку втекать вот в эту крошку, заполняя все пустоты и выдавливать воздух. И, соответственно, эти пузырьки будут выходить все вот так наверх. Так как между этой крошкой очень много маленького воздушного пространства, поэтому будет огромное количество маленьких таких мелких пузырьков, которые будут выходить до самого практически застывания смолы. И может так получиться, что смола-то будет она загустевать с каждым днем, и будут вот пузырьки такие выходить, там по одному, по два. Основная масса, конечно же, выйдет, но которые пузырьки будут потом выходить позже, они могут прям в этой толще так и застыть. Поэтому будем сначала проливать шлак, а уже потом заливать целиковым слоем. Проливать стекловидный шлак я буду такой же смолой, что и буду заливать потом полностью весь объем. Каркас для нашего стола практически готов. Собрал я его на простейшее столярное соединение, которое называется в пол дерева. Для чего же я сделал вот эти четверти и нарезал вот так фанеру, чтобы ее сюда в эти четверти вставить. Изначально я хотел просто намазать клеем и приклеить вот сюда лист фанеры. Было бы проще и быстрее, но при расчете нашего каркаса я, естественно, просчитался и не учел вот эту толщину фанеры. И так как размеры здесь заданы очень точные и отступить мы от них не можем, из-за моей ошибки толщина вот этой фанеры здесь оказалась лишняя. И теперь ее нужно будет просто вот сюда втопить, чтобы мы попадали в размеры. И хоть эта ситуация и увеличила время работы, но в ней есть свои плюсы. Каркас наш будет собран без единого гвоздя или шурупа, и он будет более надежный, чем просто вот так прикрутить листом фанеры.
Для начинающих мастеров, кто собрался заниматься эпоксидной смолой, смотрим, поверхность идеальная, как зеркало, прям водная гладь. Но после застывания она, конечно же, такой не будет. Дождемся застывания, посмотрим и сравним. Есть такое выражение, что если ты двигаешься в правильном направлении, то вся Вселенная помогает тебе в этом направлении. Так и случилось с нами, когда мы начали работать над новым проектом. Перед нами стояли две задачи: придумать стол и найти применение нашей плитки, которая осталась у нас после ремонта на кухне. Плитка невероятно красивая и очень многим понравилась. Когда мы рассчитали необходимое количество плиток, которое понадобится для стола, и пошли проверять коробку с этими остатками, оказалось, что там ровно столько количества штук, один в один, сколько нам потребуется для этого проекта. В нашем прошлом видео, где мы подробно разбирали процесс послойной заливки эпоксидной смолы, я вам рассказал о том, как застывает эпоксидная смола. Но там у меня образцы были маленькие, а сейчас у нас представилась возможность посмотреть это на большой столешнице. Сейчас я возьму в руки камеру и очень с близкого расстояния буду показывать, как это происходит. Сразу после того, как мы залили эпоксидную смолу, поверхность у нас была идеально гладкой и глянцевой. Но спустя 3 дня уже начался процесс полимеризации. И вы можете это наблюдать по вот этим вот волнам, которые образовались на поверхности. И полимеризация всегда начинается с середины заливки и потом распространяется по краям. То есть смола не застывает во всех местах одновременно, а начинает застывать с середины. Поэтому в середине она всегда будет тверже, чем по краям. Вот я ставлю шпажку вот здесь в середине. Видите?
она не тонет и не липнет. Да, она еще мягкая, но шпажка к ней не липнет. А если мы переместимся к краю заливки, то мы увидим, что поверхность здесь еще достаточно ровная и такая глянцевая. То есть еще здесь процесс не так сильно пошел. И когда мы приставим шпажку, мы видим, что шпажка к ней прилипает. И, соответственно, процесс полимеризации еще здесь не такой интенсивный, как в середине. Поэтому для тех, кто только собирается заниматься эпоксидной смолой, всегда имейте это в виду. Если вы вдруг будете заливать послойно и придете, и у вас уже в середине достаточно твердая поверхность, и вы подумаете, что можно залить, то по краям она может быть еще абсолютно, такой мягкой. И второй слой может продавить этот нижний слой, и у вас получится по краям такие, вмятины и провалы. Надеюсь, здесь было все очень наглядно видно и все понятно. Те, кто хочет узнать все подробности о послойной заливке эпоксидной смолы и как это все выглядит, ссылку я оставлю в описании под этим видео. История с везением на плитке не закончилась. По проекту нам необходимы были болты. Мы сначала думали сделать фальш-болты из дерева или из пенопласта, имитацию болтов. Но потом вспомнили, что у нас остались болты от нашего навеса. Они металлические, ровно того размера, который нам необходим. И снова, когда мы рассчитали необходимое количество и полезли в наших сусеках скрести и считать, сколько количества штук у нас осталось, их тоже один в один осталось ровно столько штук, сколько нам потребуется для этого стола. Ну что, смола у нас уже застыла полностью, и давайте мы посмотрим на застывшую поверхность, как она выглядит. Видим, что она вся такая вот в мелких волнах таких, по всей поверхности практически. То есть нигде там нет ровного участка. И так как у нас смола заливалась по уровню, поэтому со всех краев она у нас ровная. И фрезеровать я ее не буду, а просто возьму и отшлифую вот эту неровную плоскость. Шлифовать я начну с крупности зерна 120, затем 320, затем 400, затем 600, потом 1000, 1500. И потом возьму вот такой мягкий 3000 круг, можно 2000. Это круги, которые используются для подготовки автомобилей к покраске. И с добавлением абразивной пасты 3M буду уже удалять абсолютно все микроцарапины, там барашки. И потом с помощью вот такого поролонового круга и вот этой же полировальной пасты буду доводить все полностью до зеркального блеска. Ну что, давайте посмотрим. Я закончил шлифовать поверхность наждачкой крупностью зерна 1500. И вот мы видим, какая паутинка от этой наждачки. Но под этой паутинкой еще скрываются такие крупные барашки, которые сейчас они незаметны, но если я сейчас отполирую, то вы их увидите. Ну вот, я отполировал поролоновым кругом все царапины от наждачки 1500, и мы видим вот эти вот барашки, которые остались. Это барашки от более крупной наждачки, и полировкой ее дальше очень трудно убирать. Но сейчас я вам покажу, как их убрать очень быстро перед финишной полировкой.
После того, как я закончил шлифовать крупностью зерна 1500, я беру вот такой мягкий поролоновый абразивный диск крупностью зерна 2000 или 3000 можно. У меня здесь 3000. Устанавливаем на полировальную машину. Берем полировальную пасту, у меня вот такая. Немного добавляем. И начинаем полировальной машиной проходить вот этим вот абразивным диском вместе с полировальной пастой. Ну вот, я прошел буквально 3 или 4 минуты, и мы видим вот эту вот паутинку от этого 3000-го круга. Но глубоких вот этих царапин, которые оставались от более крупной наждачки, их больше нет. Вот эта паутинка очень быстро снимется поролоновым кругом, и у вас будет абсолютно зеркальная поверхность. Вот, чуть дальше давайте посмотрим. Вот эти царапины видны, вот эти крупные барашки. И постоянно мастера все с ними мучаются. То есть они доведут 1500 или даже 2000 наждачкой, начинают полировать, и вот эти вот барашки у них все остаются, и они их полируют до посинения, а они все не уходят. Поэтому вот таким вот образом сначала их убираем, а потом полируем уже поролоновым диском, и все будет в идеале. Сейчас я отполирую вот это место и вам покажу, как это выглядит. Ну вот, буквально 5 минут поролоновым кругом смотрим, видим, что у нас хорошо отполированная поверхность. Никаких царапин, ничего здесь нет. В отличие вот от этого места. Видите, какое все исцарапанное в барашках в этих. У кого не получается сделать, потому что многие там писали, вот я делаю, как вы говорили, у меня не получается. Возьмите небольшой кусок столешницы, вот 10 на 10 сантиметров, и сделайте все так, как я показал. До тех пор, пока не получится вот такая вот зеркальная поверхность. Надеюсь, начинающие мастера, кто нас смотрит, поняли, как добиться зеркального блеска эпоксидной смолы. Возможно, кто-то возьмет для себя что-то интересное из нашей идеи и создаст уже свой стол из плитки. Подписывайтесь на наш канал, здесь вы найдете вдохновение. И, как всегда, огромное спасибо, что вы провели это время с нами.